Ах так? На работу дай пройти. Так-то лучше. Да у меня даже оружия нет! Надо вспомнить, о чем мне говорил мой учитель. Запомни, ученик, если враг сильнее, подготовленнее... Но, учитель, что мне использовать? Стиль журавля или стиль тигра? Не перебивай учителя, сосунок! Если враг сильнее подготовленнее тебя, прыскай ему в рожу перцовым баллончиком и вали оттуда! Всем привет, с вами канал Redforge и я Грант. И в силу некоторых обстоятельств мы сегодня с вами будем ковать меч, так как я не хочу начинать каждое утро с перекатов. Ковку мы начнем, как водится, с чертежа. Но перед этим поставь видео на паузу и поставь ему лайк. Иначе Сереженька явится за всеми вами лично. Как вы наверняка уже поняли, к Гранту пристал какой-то монстр из Dark Souls. И именно для обороны от него мы сейчас начертим меч. Какими бы крутыми играми не были соулсы, они уже порядком устарели, и противопоставлять монстрам из них мы будем нечто более новое. Знакомьтесь, это меч, который мне удалось отыскать в трейлере новой игры от студии From Software, Elden Ring. Сейчас вы как раз можете видеть его в руках у конного воина, а потом и в руках у нашего героя. Что ж, надеемся, что фанатское творчество заставит Джорджа Мартина и Миядзаки более активно делиться информацией об их совместном проекте. Да и Гранту помочь надо бы. Чертеж был изготовлен согласно референсу. Больше всего, как мне кажется, этот клинок напоминает ятаган. Состоять наш клинок будет непосредственно из лезвия с пережатой шейкой, гарды, деревянной ручки и стального яблока. Для этого проекта мы будем использовать сталь марки У8, потому что у нее прекрасные режущие свойства и она отлично держит ударные нагрузки, что для этого проекта крайне необходимо. А самое интересное в том, что в реальности этот клинок будет в 3 раза больше.
Расковать из 60-го кругляка полосу – та еще задачка. Наш пневмомолот работал практически на исходе своих возможностей, а каждый нагрев занимал больше 5 минут, так как стали было просто невообразимо много. Однако теперь работа пойдет быстрее. Сейчас наша задача – отформировать полосу таким образом, чтобы она была ровной, насколько это возможно, как по ширине, так и по толщине. Мы оттянули из нашей заготовки полосу и сейчас начнем отбивать спуски. Да, так я без фантома закончусь. Одному тут не справиться. О. Отлично. А ты будешь держать нашу чудесную заготовку. Приступаем! Мы закончили формирование спусков на нашем лезвии. Из-за размеров нашего изделия это достаточно тяжелая и нетривиальная задача. Но мы с ней справились. Она была необходима для улучшения свойств стали, также для уменьшения дальнейшей слесарки. Сейчас нам осталось пережать шейку на нашем лезвии и сформировать хвостовик. Чем мы, собственно, и займемся. Пережимать шейку на нашем клинке необходимо с использованием полувала, так как если его не использовать и работать на голом молоте, шейка будет сужаться одновременно с двух сторон и окажется в итоге по центру. Нам же необходимо, чтобы она была смещена к обуху, так что разгонять металл нужно лишь с одной стороны. Ну а после этого вполне можно поравнять заготовку обычными квадратными пайками и кувалдами. С ковкой мы закончили. Самое время переходить к следующей операции. Это предварительная слесарная обработка перед закалкой. Однако есть одна большая проблема. Я ненавижу этим заниматься. Но у меня есть идея, как это решить.
Кстати, досматривайте наш ролик до самого конца, ведь там вас ждет целая подборка смешных и неудачных моментов с этих съемок. Лень и смерть. Кто чай не пьет, тот тьму. Кто лайк не ставит, того... Сегодня у нас в программе «Зонная закалка». Делаем мы ее с целью добиться высокой твердости металла в месте режущей кромки, а остальные части оставить более вязкими, чтобы клинок не сломался при ударе от собственным весом. В общем, калим только часть с режущей кромкой, а шейку и хвостовик оставляем нетронутыми. Пока наш клинок проходит отпуск, мы с вами изготовим фурнитуру для этого изделия. Ввиду того, что оно сложно составное, нам потребуется этот набор заготовок. Из вот этой части мы сделаем проставочки между гардой и рукоятью. Из вот этой части мы сделаем проставочки между яблоком и рукоятью. Это, собственно, наша будущая гарда. А вот это непонятно, на кой хрен нам нужно. Поэтому избавляемся. Даже самая сложная по форме фурнитура всегда начинается с простых форм, а посему расковываем из наших заготовок прямоугольные параллелепипеды и эллипсы. Маленькая колобашка после слесарки превратится в восьмиугольное яблоко, а заготовка прямоугольной формы станет ромбовидной гардой. Для того, чтобы в нашей фурнитуре магическим образом появились подходящие отверстия, мы вновь изготовили прошивень, который по форме точно повторяет хвостовик и шейку нашего сегодняшнего изделия. Теперь остается лишь упорно стучать по нему молотком, пока он не выйдет с другой стороны. Дорогие друзья, ко мне пришла партия отшлифованных нашими ребятами деталек. И из них каким-то боком надо будет собирать рукоятку. В таком виде оставлять просто нельзя. Вы на это посмотрите. У меня кувалда была меньше, чем эта гардочка. Ее гардой назвать сложно. Мы будем это все украшать методом электрохимического электролиза. Слова-то какие. Вот. Для того, чтобы все это сделать, нужна целая куча различных ингредиентов. Что у нас сегодня в меню? Соль поваренная, очки защитные, непонятная железная хрень, которую куда-то будем втыкать, сама гарда, большой набор непонятных железных деталей, маленький набор непонятных железных деталей, транспортир. Мы все делаем строго по линейке. Целый набор пишущих принадлежностей. Зачем так много? Потому что что-нибудь из этого точно не пишет. Ну и так, это сегодня не надо. Конечно же, справочная литература, которой мы будем пользоваться в процессе. И мой многоуважаемый коллега Прохор, он меня морально поддерживает. Как будет происходить процесс? Он довольно-таки любопытен. Мы возьмем соль.
и размешаем ее в нашем тазике с водичкой, чтобы получить насыщенный раствор соли. Для тех, кто не в курсе, это когда соль уже дальше растворяться перестает. Потом мы возьмем железяку, которая станет нашей гардой впоследствии, и белым маркером закрасим то, что не будет протравливать. Далее мы кладем одну другую, то есть гарду в тазик с соляным раствором, и дальше понадобится прибор, который дает нам постоянный ток. Минус мы крепим на железяку, которая будет вокруг нашей гарды, плюс мы крепим на гарду с помощью вот этой непонятной фигни, над которой я поржал. И включаем электричество. Электролиз — это достаточно длительный процесс, и чтобы получить красивый и хороший объем, нужно выдержать достаточно немало времени металлическую деталь в растворе. Я уже задолбался это все рассказывать, давайте начинать работать. Итак, деталь готова, и мы получили высокого качества результат. Узор получился рельефным, он глубокий и очень приятный на ощупь. Благодаря выдержанной технологии, рукам из нужного места и определенной доле таланта, мы подготовили эту деталь к итоговой сборке. И сейчас начнется, на мой личный взгляд, самый скучный процесс – это просто сборка рукояти. Но он хоть и скучный, но важный, потому что если сделать что-то неправильно, вся наша эта огромная елдень тупо развалится. Нам надо, чтобы все было четенько, по линеечке и крепенько. И, честно говоря, я совсем не хочу этим заниматься. О, Кирюх, покурить ходил? Да. И как? Неудачно. Я тут гардочку закончил. Шикарно. Рукоятку соберешь? Да, сейчас делаем. Красавчик. Рукоять данного меча будет состоять из двух кусков, которые в своей формой похожи на ножки от табуретки. Мы предварительно подготовили два ясеневых брусочка, разметили, засверлили их и готовы приступить к прожиганию их хвостовиком насквозь. Погоди. Надо кое с чем разобраться. С чем разобраться? Потом расскажу. Верну клинок. Минут через 10.
Вот и подошел к концу этот замечательнейший проект. Очень большой, очень веселый и интересный. Изделие прошло все наши испытания. Ну и самое главное, понравилось ли оно вам? Если да, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И не забудьте обязательно в комментарии написать, какое изделие нам стоит сделать в следующем ролике. С вами был канал Red Forge. Пока-пока. Что, просто идти? Да, ну так, знаешь, бодренько. Ты хочешь на работу. Тут сыграть. Ну это сыграть надо. Да. И я все проебал. Он так на Джабахату похож. Давай, давай. Из понятного, там чье-то неидентифицированного пола. Но судя по мерзким усикам, это существо мужского пола, хотя баб с усами я тоже видел. Ну что мне использовать, учитель? Стиль журавля или стиль тигра? Сука, ты можешь Ты запорол дуба, было больно. Я так, У него след на лбу, я не шучу. у тебя вмятина. Где? Вот и грязь. Это грязь. Он мне сюда попал. Нормально. Когда он тебя проходит, продолжай отыгрывать, ты вот хорошо на него повернулся, потом такой... Шлем И почесать, снова. да? Потом ты почесал свой шлем. Да. Нормально, что? Для нежити норм. Почесал. Почесал шлем, все верно, никаких оговорок. Но у меня есть проблема. Проблема у тебя будет, если еще один дубль запой. Проблема у меня есть. Приготовились. Пишем. Это не кувалда, это гардочка. Надо из этой гардочки сделать рукояточку. мне, что это гардочка, с учетом того, что я ее делал. Гениально! Ты не поверишь! Ты не поверишь, что это? Да ладно! Это Серега. что, гарда, что ли? Да ладно, у вас тут гарда, что ли? А это что? Ты видел карту какая, а? Ничего! А я думаю, что на столе лежит, да? Это гарда идет, да? Да ладно! Серега, просто я доделал, собирай, все. Гардочку он, блин, сделал.